В этом видео я вам покажу, как можно быстро и, самое главное, просто покрасить как Паладмарина Гвардии Смерти, так и любой другой юнит армии Девгарна. Приветствую, друзья! Цветовые схемы – очень важная составляющая любой армии в Warhammer 40 000. Однако придумать что-то самому, если у вас нет большого количества опыта, довольно сложно. Если обратиться к туториалам на YouTube, их зачастую делают художники, которые легко вам могут пояснить за wet-blending и non-metallic metal, а уж про официальные гайды от ГВ я вообще молчу. Основной задачей этих ребят является продвинуть свой собственный продукт. Нам же с вами, обычным хоббистам, нужна простая и практичная схема для нашей армии. Сегодня я вам расскажу про такую для армии Девгарна. Эта схема даже близко не претендует на что-то более чем просто игровой покрас, но ее основной плюс в том, что любой из вас сейчас может взять и применить ее на своих миниатюрах. А еще она очень хороша для людей, только начинающих свой путь в этом хобби. Давайте приступать. Наш первый шаг – нанесение базового слоя. В этом случае использую коричневый. Вы можете задуть его из баллона, еще в качестве грунтовки, а можете использовать любой коричневый от ГВ, если предпочитаете все-таки наносить краску кистью. Основой доспеха у нас будет краска Elysian Green от ГВ. При помощи драйбраша наносим ее поверх нашего базового слоя. При этом не забываем, что это именно базовый слой, а поэтому на краску не скупимся, нужен сильный, четкий цвет. Для ускорения процесса дальше я наношу костяной цвет на рога и зубы. В моем случае это краска Ushabti Bold, но также подойдет и Screaming Skull, так как это почти один и тот же оттенок. И после этого сразу же проливаем весь доспех Agrax Earthshade. Но будьте аккуратны, в случае проливок больше не означает лучше. Нужно аккуратно нанести краску и проверить, чтобы нигде не было подтеков или капель. Также напоминаю, что проливке необходимо где-то минут 40 для того, чтобы высохнуть. И это критически важно для нашего следующего слоя. Финальным штрихом для доспеха станет легкий драйбраш тем же самым Ushabti Bold. Это придаст нашему зеленому более бледный и болезненный оттенок, а именно это нам и нужно, если мы красим Гвардию Смерти. Логично? Также мы сразу же высветляем наши костяные детали и благодаря этому экономим себе время. Казалось бы, мы только начали, но на самом деле серьезная часть процесса уже позади. Нашим следующим шагом станут металлики и то, как лично я научился их делать просто, быстро и эффективно. Разумеется, сначала мы наносим базовые слои. Сейчас я сфокусирован на бронзе, и для нее я использую краску Balthazar Gold. Здесь нам уже важно все прокрасить аккуратно и постараться не пропустить мелкие детали. С помощью этой краски можно также прокрасить и все орнаменты на доспехе, что придаст нашей модели более проработанный вид. Теперь настало время обычного металла. В нашем случае это в основном клинки, но также ими можно покрасить и чумные огнеметы, и болтеры. И следующий шаг для завершения наших металликов ключевой. Обычно любой художник сказал бы вам, что сейчас металл нужно пролить, после чего высветлить более светлым оттенком. Но со временем я понял, что это а. Сложно, б. Выглядит неестественно. Поэтому я использую специальную проливку, которую мешаю сам. Компонентов 3. Nuln Oil, Agrax Earthshade Gloss и техническая краска разбавитель Lamian Medium. Смешивать можно 1 к 1, но я добавляю немного побольше агракса. Многие, я думаю, уже догадались, почему. Весь сок этой проливки в том, что после высыхания она не делает металлики матовыми, которые в таком случае пришлось бы высветлять. Из-за того, что мы используем глосс-версию Agrax Earthshade, наши металлики остаются глянцевыми и блестящими. А это именно то, что нам нужно для металла. И теперь нам нужно покрасить тряпку между ног десантника. Универсальное решение – красный цвет. Для базы я использую Khorne Red
Сразу же, кстати, на этом же этапе можно покрасить красные языки и глаза, если они есть у вас на миниатюре. Здесь тоже нужно все сделать очень аккуратно, дабы не залезть на уже покрашенные части модели, чтобы нам не пришлось их перекрашивать. После чего вновь проливаем аграксом, но уже, разумеется, обычным, а не глянцевым. Мелкие детали, вроде глаз, я тоже советую пролить, хотя большого импакта на внешний вид это не даст, но лишним точно не будет. После чего высветление. Я предпочитаю это делать при помощи Mephiston Red, постепенно смешивая его с Troll Slayer Orange, но тут точно подойдет абсолютно любой оранжевый цвет. Для глаз я просто в конце добавляю одну точку чисто оранжевым. Уже на этом этапе миниатюра имеет на себе все необходимые базовые цвета, но, согласитесь, выглядит достаточно грустно и однотонно. Нам необходимо добавить цветовые акценты. Начнем с покраски элементов кожи. У плагмаринов это тентакли, растущие прямо из тела, и еще какие-то трубки непонятного предназначения. Для базы можно использовать Bagman's Glow и далее по классике. Проливка аграксом или, как я это делаю, флэш-шейдом и высветление Cadian Flash Tone. Не вижу особого смысла погружаться внутрь этого процесса, он просто как 3 копейки. Повторяем то же самое, что мы уже делали с красным, только теперь с кожными оттенками. Следующий шаг добавления цветовых акцентов – использование 2 красок. Проливки Druchii Violet и Lamenter's Yellow. Это волшебная часть покраса, и смотрите почему. У нас есть морда плагобирера на бэкпаке и на ноге у десантника. Для того, чтобы все это выглядело красиво, по-хорошему нужно сделать ее другим оттенком зеленого, верно? А это значит опять база, проливка, высветление. Но если мы просто покрасим поверх краску Lamenter's Yellow, то после высыхания обнаружим, что теперь у нас есть совсем другой оттенок зеленого. И при этом уже есть и тени, и хайлайты. Абсолютно такая же история с Druchii Violet. Если вам нужно выделить какую-то деталь другим оттенком, просто проливаем ее контрастной фиолетовой проливкой, и все выглядит отлично. Завершающим этапом покраски этой цветовой схемы является использование 2 технических красок – Nurgle's Rot и Blood for the Blood God. Здесь просто наносите их туда, куда считаете нужным. Я бы мог сказать, что старайтесь не переборщить, но это ж миниатюра Нургла. С этими красками переборщить тут очень сложно. После этого наша миниатюра полностью готова. Именно так я окрашу каждую модель Девгарда. У нас, кстати, на канале есть отдельный плейлист, посвященный этой армии. Ссылка на него есть в описании под видео. Друзья, если эта цветовая схема вам понравилась и показалась практически применимой, поделитесь этим видео со своими знакомыми, поставьте ему лайк и оставьте свое впечатление в комментариях под видео. Это очень помогает нашему каналу. Не забудьте оценить другой контент и, возможно, задумайтесь о подписке. Видео здесь выходит каждую среду и воскресенье, а по субботам мы устраиваем стримы. Что ж, ну а на этом все. Спасибо вам большое за просмотр, удачи и всего доброго.